Ну что, ждали? Югус АМ9. Коробочка, сам по себе Югус, вот так вот, наверное, будет правильней. Очень классный, металлический, не греется, с поддержкой очень интересных вещей. В частности, это Ура 266 кодек. Наконец-то, вот на процессоре AMLogic S905, полноценном X5, не X5M, с поддержкой AWS 3, с поддержкой VVC кодека того же самого 266, да, он такой существует. Притом, в котором температура не достигает вообще даже там каких-то пределов более-менее интересующих техников, в том плане, что он просто работает. У него классное охлаждение, мы сейчас с вами на распаковке увидим, я его раскручу, покажу вам. И там вообще переживать не стоит. У него классные модули Wi-Fi, у него Wi-Fi-чик тулит. Ну, я получал 650 максимально на 700, выгрузку в 5 ГГц Alana на G45, здесь 1000 мегабит. И даже 2,4 ГГц здесь работает круто. Просто круто. Из поддерживаемых форматов HDR, HDR10+, поддержка HLG и поддержка, конечно же, AI-SR. Это искусственно-интеллектуальный супер резолюция, то есть это, знаете, чего у нас? 4К апскейлинг. Это когда он берет, например, 480p, 720p, 1080p и апскейлит до 4К. Это очень круто. Почему? Потому что старые фильмы низкобитрейтные, какие-то каналы низкобитрейтные будут выглядеть здесь совсем по-другому. Это будет прям вот очень красиво. Да, действительно, изображение при отключенном шумодаве действительно хорошо. Действительно хорошо показывает. И что самое еще интересное, кроме AI-SR у нас есть VRR QMS. Прошу подтвердить моих подписчиков, потому что у себя я вижу переходы на 120 Гц плавные. А тут уж я прошу подтвердить в комментариях. Возможно, кому-то будет интересно, кому-то нет, потому что мы это все... Ну, мы можем сейчас ТВ-боксом скармливать все. У нас есть полный комплект устройств HD Fury для имитации любого телевизора. И вот при подаче на него VRR он показывает 120 Гц вообще беспроблемно. То есть тут вот такой вот момент есть. Укомплектован он Bluetooth пультом, при этом достаточно прикольным. UR02, мы на него делали когда-то обзор, ссылки в описании под видео. И знаете что еще? Вот любой тип проигрывания, да, там, о чем, ну, Matrix, там мы говорим об этом, здесь вообще без ограничений. Просто, мать его, без ограничений. Югус взял и сделал. А вы один кодек. Как вообще, Югус, скажите мне, пожалуйста, вот YouTube ТВ, каким образом вы на несертификате сделали регулируемую скорость? Она здесь тоже есть. В YouTube при отработке HDR, HDR10+, при отработке HLG вы можете регулировать, мать его, скорость воспроизведения в YouTube. На других несертификатах у меня этого не получается сделать. А здесь это работает. Не знаю. И тут еще, это ж не все. Это не все. 64-бит система. Наконец-то! У нас здесь Android 14, AOSP чистый. Можно ставить все, что угодно из маркета. Любые, скажем так, мессенджеры. У нас здесь 64 бита система. У нас ускоритель, видеоускоритель Mali G310. Mali G310. Это очень важно. И вот на этом даже можно поиграть. И тут даже на момент съемки видео не заблочены танки. Вот так вот. Играй, не хочу. Ну, я не уверен, что танки потом не заблокируют, потому что создатели танка очень сильно не любят, когда на ТВ-боксах играют с помощью геймпадов. Не знаю почему, но такая вот политика у них дурацкая. Но я вам скажу, знаете, вот как вот эта вот лампочка, которую я сейчас зажгу, смотрите, вот так вот. Та-дам! Вот так вот загорается лампочка Югус, потому что Югус, я думаю, вернет себе одни из лидирующих. Видите, у них же тут лампочка, да? Вот мы ее сейчас зажгли, и это вот возврат лидирующих позиций Югуса в топы, потому что, да, здесь нет Dolby Vision. Это не для Dolby Vision телевизоров, это вот для телевизоров, которые 4К без Dolby Vision, с HDR10+, для Samsung, для огромного количества телевизоров. На самом деле он не дешевый, но он того стоит. Ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Переходим, сейчас его раскрутим, посмотрим, что внутри, какой радиатор, потому что он вообще не греется. Мне аж интересно, как там все сделано. А потом переходим на тесты. Ну и, конечно же, потом на выводы. Заранее скажу, выводы будут положительные. Так, смотрим. Есть у нас
сам по себе ТВ-бокс. Смотрим, что у нас есть. 3 USB 3.0, кстати. На суперспиде 5 гигабитные они, microSD. Спереди у нас, видите, есть диодная панелька. И есть у нас для инфракрасного порта отметочка. Не отметочка, а этот... не гнездо, а экранчик, да. Есть Recovery Mass Chrome, он сам по себе металлический. DC 12 вольт у нас, видите, через Type-C-шку, OTG есть, HDMI, LAN G45 на 1000 мегабит, SPDIF и AUX. Слушайте, ну прям интересный металлический. Теперь пульт у нас в комплекте UR02, это Bluetooth пульт с цветными кнопками. Здесь программируемая эта кнопка, ну именно из прошивки. Эта кнопка у нас есть кнопка, программируются кнопки под телевизор, инфракрасная опция, и по управлению звуком, и включением, и источником. Короче, все это можете посмотреть. У меня есть на UR02 обзорчик отдельный. Неплохой пульт, кстати. Теперь блок питания родной югусовский. Они нам вот так вот, видите, в комплектик закинули. И плюс югусовский вот такой вот кабель. Кстати, кабель прикольный. Ну, коробочка ничем не примечательная. Все кодеки мы обговорим позже. Хочу чуть-чуть на него изнутри посмотреть. Сейчас разберу и посмотрю, что у нас внутри. Хочу увидеть охлаждение. Будет очень интересно. Давайте это скинули. Это скинули. Раскручиваем. Так, вскрываем. Опа. Смотрите, какая плата прикольная. Слушайте, а плата-то действительно прикольная. Так, пробуем открутить дальше. Прям очень много интересного на самом-то деле. Так, смотрите, это у нас Wi-Fi модуль. Можете рассмотреть. Специально вам показываю. Теперь дальше у нас, давайте вскроем. Аккуратненько. А ну-ка. И тадам. Вот такой вот должен быть радиатор. Вот какие красавчики. Вот это вот очень крутое охлаждение. Блин, вот за это прям молодцы. Ребят, я готов дальше проходить и уже будем дальше тестировать и смотреть. Слушайте, вообще прям топово все собрали. Вообще идеально. Так. Мы на AliExpress. $145 на момент съемки. Актуальную цену можете узнать по ссылке в описании под видео. Мы разместили ее именно там. 4х64, 1000 мегабитный LAN, Bluetooth 5.2 и есть разные переходники. Смотрим, что заявляются. Конечно же, заявляются, что Android 14, Amlogic S905 X5 4-ядерный, ARM V9 Cortex A510 ядра. Это прям очень важно. Mali G310 V5. У нас есть Neural Network акселератор NNA. Это для того, чтобы у нас работал AISR. Это Super Resolution. И есть у нас еще, что у нас, 4 гигабайта LPDDR4X. Очень быстрой на самом-то деле, поддержка Wi-Fi 6. И у нас тут, слушайте, прям прикольно. А ну давайте дальше разворачивать и посмотрим. H266 проверим, говорю сразу. Теперь AV1 до 120 Гц, VP9, AVS3 тоже есть. Это посмотрим. Прям по кодекам конфетка, я вам серьезно говорю. Так, а что тут у нас показывают? Android 14, Yugus AM9, Bluetooth Remote, обновление, NFS клиенты и у нас тут еще и Super User функция. Ну, Yugus Remote сервер я показывать не буду, много раз показывал. Конечно же, что можно прямо с телефончика всем управлять. В остальном все, ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Пошли с вами уже его тестировать, очень сильно руки чешутся. Слушайте, ну мы видим с вами главный экран. Само собой это Yugus Launcher. Он может выглядеть по-другому, но с учетом того, как сейчас YouTube относится к некоторым приложениям, на которые выводит и сам, ну именно Yugus Launcher, результаты рекомендаций, то мы, к сожалению, это все вынуждены скрывать. Вот вы видите картинку, вот просто, что он может так выглядеть. Да, там есть канал рекомендаций, можно их передвигать, убирать, все настраивать. Здесь можно вверху добавить различные приложения. Это все очень-очень красиво, все очень классно. Сразу же вам могу сказать, что по мультимедиа тут даже-то и проверять нечего. Хотя мы проверим все досконально. И начнем мы с YouTube. Ютубчик нас очень сильно порадовал. Когда мы начали запускать наши тестовые ролики, то он отрабатывал и HLG, вы видите сейчас вставку, и тут немаловажный аспект. Дело в том, что у него есть работа с
скоростью воспроизведения. То есть он спокойно 1.75 вообще без дропов, 2 с некоторыми дропами, но это вот как бы так и должно быть. Но X2 он воспроизводит вообще идеально. Поэтому есть такой момент. Это один из несертифицированных ТВ-боксов, которые могут воспроизводить. Давайте перезапустим, чтобы вы увидели, что это все без дропов проигрывается. А то сейчас у многие не понимают, откуда там дропы, начнут кричать, что же там происходит. То есть это магический лес в HLG. Пожалуйста, воспроизводится без дропов, 0 дропов, отлично, 4К HLG. И тот же самую дикую реку, AV1, 0 дропов, без единого момента. Максимальная температура у нас, которую мы ловили, там 60-65 градусов в процессе воспроизведения очень тяжелого контента. По тротлинг тесту мы это дальше увидим. Но здесь то же самое, VV1 поддерживается, ну видите, 0 дропов, да, VV1 поддерживается скорость воспроизведения, и можно, в принципе, там смотреть с разной скоростью воспроизведения. Не часто такое встретишь именно в несертифицированных ТВ-боксах. Таковым он и является. По дабл-домику можно вызвать меню недавних приложений, позакрывать различные меню, то есть тут такое дело. Фирменная фишка нам сразу же бросается в глаза, внизу строка навигации, это все-таки чистый Android, вверху у нас информационная панель, где мы видим и температуру, и частоты, и сколько памяти занимает. Это вот фирменная фишка, она прям суперово работает. И сразу же пойдем в систему. Что меня интересовало? Меня интересовало, насколько ТВ-бокс хорошо работает. То есть у нас имеется в виду, что он поддерживается. Если мы пойдем в экран и звук, в расширенные настройки экрана, то, пожалуйста, при выборе формата у нас будет, смотрите, у нас будет HDR, HDR10+, и HLG. То есть ТВ-бокс поддерживает HDR10+. Немаловажный аспект. Сразу говорю, немаловажный аспект. HDR10+, это поддерживает у нас Югус и еще некоторые ТВ-боксы, например, там Nexon X11, но это дело такое. Именно HDR10+. Но здесь мы конкретно про него говорим. Теперь по автоматической подстройке частоты есть все типы автофреймрейта, все, которые можно придумать. То есть он есть безусловный во всех приложениях. По AFR Calc у нас можно использовать по нажатию на кнопки. Можно политику переключения частот задавать. Можно всегда использовать дробные частоты. Отправлять события, паузы, например, при просмотре IPTV, чтобы, знаете, каждый раз не погружалось в темное. Но при этом у него есть поддержка VRR. То есть, если я могу сейчас вам показать одну такую вещь. Давайте я сейчас выключу вот эту штуку, и вы видите, у нас сейчас доктор HDMI, мы можем ему скормить любой телевизор, абсолютно любой. Если мы сейчас ему скормим кастомный эдит, например, давайте 8К VRR и отправим его в TV-бокс, то при переподключении HDMI, который вы видите, мы увидим с вами 120 Гц. То есть у него есть поддержка VRR, то мы увидим, что там есть 120 герцовые частоты с поддержкой VRR, QMS VRR. То есть это все отлично. А теперь у нас есть еще один момент. Если мы заходим в экран и звук, в расширенных настройках экрана у нас есть немаловажный аспект. Во-первых, мы можем поставить 4К размер буфера кадра. Это имеется в виду, у вас будет интерфейс 4К. Но это такое себе дело. Можете сами там, но только Dolby Vision на размере буфера 4К не поддерживается в главном меню. А если мы пойдем в настройки изображения, мы их смотрите, в дополнительные настройки, то мы увидим, что у нас здесь есть IMLogic супер масштабирование. Это значит, что у нас здесь искусственно-интеллектуальное масштабирование, у нас есть регулировка качества изображения. Тут как бы вопросов нет, да, там оно все работает, но как оно работает, давайте пойдем посмотрим отдельным блоком. Ну и что, раздел AISR. Тут я, конечно, заморочился, потому что просили на форуме проверить и 480p, и 720p, и 1080p, и тут уж пришлось, конечно, прям присматриваться. Давайте так, вот наш проект по AISR, это все сэмплы, и 480p, и 1080, и 720p, и 1080p. Я сейчас что делаю? Я сейчас включаю вам вот такой вот сэмпл. Так, смотрим, включил сэмпл. 480p без AISR, 480p включенный AISR и 4К вообще без ничего. То есть мы понимаем, что да, улучшение подхватывает от 480p. Сейчас у нас включится 720 и 1080, а потом я вам покажу вблизи, что это действительно работает. Потому что кое-кто себе, когда посмотрел мое видео про H96
M9S и начали кричать, что там все неправда, там все работает, они забывают, что надо это снимать с помощью рекордеров, а не телевизоров, потому что телевизоры свои улучшалки тоже включают. Вот, пожалуйста, 720p, и все тоже отчетливо видно, что ISR работает. При определенной настройке, то есть вы обязательно это в дополнительных настройках должны включить. И сейчас будет 1080p, а вот и 1080p. И такой же результат подхвата, то есть у нас от 1080p off и on они отличаются. Это прям видно невооруженным взглядом, насколько отличаются, насколько это работает. То, что это улучшает низкобитрейтные каналы, это факт. То, что это для старых фильмов хорошо, это факт. Насколько это хорошо смотреть, допустим, на Full HD телевизорах, не скажу. На Full HD это вообще будет не то. Но давайте мы это останавливаем, воспроизведение, и перейдем. Смотрите, что мы делаем. Чтобы вы понимали, что разница действительно есть, ну давайте 720p мы возьмем, вытащим кадр в BMP, это полностью без какого-либо редактирования. Давайте перейдем в загрузки и откроем его вот просто тупо в Paint. Этого достаточно для того, чтобы понять, насколько это все работает. Этого достаточно. То есть у нас есть базовое изображение. Это даже здесь видно, что здесь даже я просто ставил максимальную постобработку, и здесь видно, что он у нас, давайте мы выберем какой-то сэмпл, ну вот, 720p без AI и 720p с AI. Да, мы сразу видим, что эта четкость у нас, она работает. Давайте мы выберем двойное это изображение, перенесем на сэмпл 4К. И видим, что на 4К, да, оно самое реалистичное, это дорисовывает. И 400 и 720p у нас базовый, да, он размытый при приближении. То есть все работает. То есть с AI SR у меня вопросов нет. Настраивайте, пробуйте. Если что, пишите Югусу на каких-то телевизорах, на каких-то моментах, на каких-то прошивках, потому что у меня еще инженерный образец. И прошивка вообще там одна из первых 1.1.0, по-моему, да. В общем-то, переходим дальше. Увидели? У меня есть на это ответ. Хорошо. С этим мы разобрались. По поводу звука, с которым мы тут столкнулись, дальше мы вернемся к меню и к тротлинг-тесту. Поддерживает TV-Box два типа операционных систем XFAT и NTFS, которые я использовал. При тестировании звука Dolby Digital Plus спокойно воспроизводит, Dolby True HD выводит, при этом он выводит Atmos через Dolby True HD, при этом он выводит еще DTS HD Master Audio. DTS X не могу подтвердить не на чем. Теперь немаловажный аспект. HDR ролики все воспроизводит идеально. Вы видите вставки, переключается в HDR. И в принципе LG New York 4K проигрывали, Sony 3 Luminous Demo, потом Sony Vegas and Tonga, 4K, HDR, все просто идеально, тут вопросов тоже нет. Поддерживается HDR, HDR10+, и тому подобные вещи. Конечно же, Dolby Vision у нас нет, и мы это понимаем. По системщине, конечно, мы должны с вами проверить Wi-Fi, но я вам могу сказать так сразу. Wi-Fi, блин, охренительный. Так, давайте уже достали. Пробуем. На Wi-Fi у меня получилось 550, но вообще максимально было больше 600 мегабит на самом-то деле. Это именно конкретно на Wi-Fi 5 ГГц. Сейчас попробуем другой вариант еще подключения. У нас здесь 557 на 340. Ну, это неплохо, с учетом того, что мы используем Analyte, да, там. То есть мы не используем какую-то топовую вещь. Давайте мы подключим чуть-чуть на другой Wi-Fi и стартанем очередной тест. Нет, особо результаты не изменились, 411, даже немножко хуже было. Был момент такой, пытался проверить. Ладно, попробуем 2,4 ГГц, но максимальное, что я получал на 5 ГГц, это было у нас 650 мегабит. А вот 2.4 прям удивляет. 130 мегабит на загрузку, 160, 170 на выгрузку. И здесь действительно это вот очень один из самых хороших показателей, которые я видел. Поэтому тут можно не бояться, что на старых роутерах у вас будет что-то не то. Хочу попробовать LAN J45 протестировать. Ну-ка, давайте. Воткнули LAN J45, ждем переподключения с Wi-Fi на Ethernet. Есть на Ethernet и тестируем снова. Вы знаете, надо, наверное, тестировать на спид-тесте. Что-то Analyte меня вообще не нравится. Давайте включим куда-нибудь очень далеко и стартанем LAN J45. Так, не надо. Давайте, поехали. О, вот это уже больше похоже на правду. 800 чистый гигабит. Чистый гигабит. Супер, супер. Это LAN J45. Я сейчас перетестирую еще 5 ГГц. Если 2.4 у меня как бы вопросов нет, то
2,5 ГГц, я думаю, смотрите, 879 на 933. Это прям вот топчик. Прям вот топчик. Давайте выйдем. Я отключил LAN RJ45. Мы сейчас подключены Asus. Давайте включим обратно 5 ГГц и переключимся на спид-тест. Давайте стартуем. Да ладно, Wi-Fi 5 ГГц. Wi-Fi 5 ГГц. 564, 565, 570. Не-не-не, ребят, это топовый показатель. Классно. Хорошо TV-бокс работает на самом деле. Смотрите, на 600 на 700. Твою налево. 570 на 715. Очень хорошо по Wi-Fi, прям очень топово. Но если уж мы тут видим, давайте AIDA 64 посмотрим. Югус AM9, у нас тут 4 на 64, само собой. Давайте центральный процессор Cortex A510 по 2,4 ГГц. 64 бита, немаловажный аспект, поэтому он будет достаточно быстренький. По 2,4 ГГц за отображение отвечает Mali G310. Сеточка с коннектом 1200, Android 14 у нас здесь. Ну и по температурам сейчас проверим. По кодекам интересно мне посмотреть, что у нас реализовано, да? Так, аудиодекодер FFmpeg, декодер MP1, MP2, AV1, AVC, AVS. AVS3 есть, на секундочку. AVS3 есть аппаратный. 265, MPEG, VC1, VP6, VP9. Есть VVC. Здесь есть 266 кодек. VVC это декодер 266 кодека. Наконец-то я его вижу. Реально, я еще запилю. То есть то, что он здесь есть, это уже факт. Это уже факт. То есть 266 мы, когда запилим еще дополнительно тестовые ролики, выпустим наши фирменные технозоновские. И в 266 декодере теперь WMV3 по максимальной у нас. Так, AV1 энкодер и декодер. Слушайте, вообще прям топчик. Вообще прям по кодекам вообще отлично. Тестируем температуру. Стартуем тротлинг тест. Вернемся через пару секунд. Ребят, абсолютно идеальный результат. Вы сейчас видите абсолютно зеленый график. Ни разу частота не упала, и максимальная температура при максимальной нагрузке была 70 градусов. Что в принципе подтверждается всеми тестами, которые мы проводим. Показываем температуру на продолжении всего теста. Если смотреть эфирное телевидение, вообще вопросов не вижу. То есть спокойно переключается, очень все быстро. Слушайте, класс. Ребят, классно. Любой стриминговый сервис украинский, по крайней мере, я не говорю про Netflix сейчас. Я говорю конкретно про, допустим, Свит ТВ, Мегуго и тому подобное. Они здесь будут работать. И, кстати, если вы не знаете, где их купить в Украине, если вы в Украине очень дешево, официально, то вот с QR-кодик сосканируйте, либо ссылка в описании под видео. Поэтому очень хорошо отрабатывают. Здесь прям вот серьезно, мне нравится. Также хочу отметить, что у нас есть, видите, приложение для автозапуска можно выбрать. Если вы хотите, чтобы у вас сразу стартовало какое-то приложение, вообще отлично. Есть родительский контроль. Это очень хорошо, но у нас есть, видите, тайм-аут пароля, у нас есть блокировка по паролю, заблокированные каналы. А что они тут? Опа, вы видели, можно, в принципе, тут каналы блокировать, это которые у нас на главном меню. Заблокированные приложения отдельно можно делать. А это вот прям топчик родительский контроль. То есть, это вы меня часто спрашиваете, а где там родительский контроль есть? Да вот, пожалуйста, в Югусе есть. Отлично. По верхней панели. Верхнюю панель можно, видите, показывать часы, погоду, Ethernet, статус VPN, показывать USB. Ну, вот, в принципе, она у нас так и выглядит, но у меня здесь еще информационная панель сюда заведена и панель внизу навигации тоже. Давайте посмотрим, что у нас еще в настройках есть. Чуть поизучаем TV-бокс. Идем в настройки устройства. Но об устройстве мы уже поняли, что это AM9 на Android 14. Входы и устройства. HDMI цик здесь прям вообще топовый. Прям топовый. Мы видим здесь и AVR, и ТВ, и все остальное. То есть мы можем здесь управлять. Видите, можем включать ТВ аудиосистему при выключении, выключать, управлять громкостью. При этом у нас есть менеджер кнопок. Это ремаппер встроенный под UR02 пульт, под фирменный. Есть кнопочка меню. Сюда мы можем с вами настроить различные штуки. Например, на кнопку меню мы можем открыть там, либо сделать, ну давайте мы будем делать снимки экрана. Давайте раз на кнопку меню, бам, снимок экрана есть. Класс, ну это как вопрос. Можно до 4 действий на кнопку меню сделать. Тройное, длительное нажатие, двойное и ординарное. По USB, скорость порта мы можем выставлять. Видите, можем вставить Super Speed для USB 3.
Также у нас есть отладка по USB, управление мышкой, менять указатель можно, есть микрофон, но это такое дело. И есть управление камерой, если вы спланируете, здесь это все-таки чисто Android, здесь можно использовать и камеру, так как 64 бит, вы сюда можете поставить практически все. Все из маркета. Вы можете поставить сюда мессенджеры, вы можете поставить сюда все, что хотите. Ну, по экрану и звуку мы уже с вами поняли, да, у нас тут положение, ориентация, масштаб текста, автофреймрейт. В расширенных настройках экрана мы с вами увидели по форматам, что здесь есть HDR10+. Можно выводить звук через HDMI, можно регулировать громкость в приложении, количество шагов регулирования задается, формат PCM. Мы можем, видите, можем микширование в стерео 48 кГц принудительное или просто на автомат на HDMI кидать. Есть поддержка USB ЦАПов, есть поддержка USB микрофонов. А в расширенных настройках звука мы можем выбрать сами вот эти вот самые форматы, которые, если поддерживает ваш ресивер. То есть по звуку тут тоже вопросов нет. Панели интерфейс. Системные панели есть у нас, само собой. Окно недавних приложений. Это по дабл домику. Видите, у нас окно недавних приложений. Теперь информационная панель, можно в виде окна ее показывать, а давайте ее так и будем показывать. Здесь будет имя сети, можно температуру центрального процессора, цветовые режимы, время работы, состояние суперпользователя. Есть управление главным экраном, можем выбрать лончер, приложение голосового поиска, либо YouSearch, либо Google. Ну, сами знаете, да, что Google у нас может хреновенько работать, а YouSearch работает по тем приложениям, которые поддерживают. Ну и анимации есть, можно, в принципе, ими управлять. В разделе хранилища есть Samba сервер, есть NFS клиент, есть CIFS клиент. Вы можете подключать, допустим, к сетевым дискам вашего ноутбука, вы можете подключать к сетевым дискам роутеров, можете подключать к NAS серверам, особенно NFS клиент. Это конкретно для NAS серверов. Вы можете через Samba сервер расшаривать. Видите, у меня здесь диски есть. Можем расшаривать диски, которые у нас есть, допустим, на TV-боксе. То есть мы фактически можем на компе, на диск прямо закинуть видеофайлы. Это такое тоже вообще вопрос очень классный, и это все работает. Дальше есть, конечно же, суперпользователь, есть Magisk. А в разделе, где тут питание, у нас есть дополнительные опции, например, будить от движения кнопки, режим максимальной производительности. То есть мы здесь можем еще и режим максимальной производительности загнать его, при том, что он не греется, да, и будет вообще топово. Теперь индикатор питания можем поуправлять, можем вообще его выключить. А зачем его выключать вообще? Он так симпатично выглядит, такой ненавязчивый зелененький огонечек, он у вас прозрачный будет. Можем яркость регулировать. Класс, класс. Слушайте, ну мне прям нравится этот ТВ-бокс однозначно. Рекомендации появились, твою налево, от Sweet TV, ну ладно. Antutu Benchmark, он у меня набрал, смотрите, 263 624 балла. Да, можете пробовать играть PlayStation 2, допустим, эмуляторы, но это не панацея, слишком маловато для полноценного PlayStation 2 эмулятора, все остальные эмуляторы вообще будут топ. Мы здесь заморочились, немножко поиграли, говорю вам сразу, смотрите. Вот знаете, что мне порадовало? То, что на этом ТВ-боксе не заблокированы танки. Но я не обещаю, что их не заблокируют в будущем, чтобы вы потом не кричали. Так, пробуем. В правом нижнем углу экрана есть FPS, сейчас 59-60, как бы вообще вопросов нет, это на средних настройках. Но я думаю, что на высоких настройках тоже пойдет. 57 градусов в игре, ну, как я и говорил, то есть там получить здесь какой-то нагрев Unreal с его-то охлаждением. Здесь очень хорошее охлаждение. Мне нравится этот ТВ-бокс, однозначно. Можно, вот он универсальный, 64 бита. С ASR подходит, там, грубо говоря, флибустьером, да, с головой. Потому что, ну, все прекрасно понимают, для чего такие ТВ-боксы делаются. Топовый металлический корпус. На тебе, давай, танчики пошпилим. Слушайте, танчики вообще топ. Играю с геймпадом, GameSear G4, или вернее T4 Pro. Полностью совместим, его спокойно Югус увидел. Давай, тудум. Давайте куда-то. Ну все, меня слили, я молодец, я классно играю. Акела, как всегда, промахнулся. Также мы поиграли в Shadowguns Legends вообще беспроблемно, то есть спокойненько побегали, но на средних 30 FPS. Давайте будем честными, все-таки это не игровой ТВ-бокс, это не консоль, но наличие 64 бит прям делает его интересным вариантом в плане того, что... Ой, не то сделал. В плане того, что действительно можно поставить игрушки поиграть. Я не думаю, что здесь можно будет играть как там более-менее нормально в пабах. Нет. Не для того эта штука сделалась. Что я не стреляю? Гоню.
Так, кого-то приколопуцали сейчас. А как мы здесь? О, вот это мы сейчас. Блин, я баран. Я баран. Не той кнопкой нажал. Ну да ладно, я просто на геймпаде в эту игру, я на планшетах в нее играл. На геймпадике не сильно так. Ну что, поехали. Чуть-чуть постреляем. А ну иди сюда. Куда ты стреляешь? Куда ты стреляешь? Слушайте, ну все отлично. Давайте, знаете, что сделаем? Мы все-таки проверим с вами VCC 266 кодек. Очень вот хочется, у меня есть. Я как раз пока играл, мне здесь принесли файлик тестовый. Сейчас мы проверим. Я был уверен, что не сделаю 266. Давайте попробуем, да, VCC. Давайте через Uplayer. Оба-на! 266 кодек. Через обыкновенную галерею. Вот это вообще сюрприз. Вот это сюрприз. Так, а ну 266. Смотрите, насчет 266 кодека. У меня есть тестовый сэмпл, мне нужно проверить через галерею, потому что я вот уверен, что сейчас плееры пока не готовы к 266 кодеку. Сейчас ждем. Блин, он воспроизводит. Он воспроизводит 266 кодек. А ну. Да, 266. Есть. Все. Плееры дорабатываются. Все. TV-бокс готов. TV-бокс готов к внедрению новых технологий. Что касается любых других методов воспроизведения, вообще никаких ограничений ни в каком виде нет. Если кто знает, о чем я говорю. Проходим и делаем выводы. Прям топчик. В качестве выводов скажу, я очень сильно рекомендую этот TV-бокс. Один из топовых TV-боксов сейчас на рынке без Dolby Vision. Прям вот из несертификатов, это прям вот топчик-топчик. Мне его трудно сейчас сказать, пришел он на смену чему, кому, с кем он конкурирует, это отдельный TV-бокс. Вообще просто-напросто классный. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.